Всем добрый день. Сегодня я хочу поговорить на такую тему про асексуальность. Что же это такое и мифы, связанные с этим. Что такое асексуальность? Это, грубо говоря, когда человек не хочет заниматься сексом, когда он не испытывает физических потребностей и не получает психологического удовлетворения от самой сексуальной жизни. Вот это вот и есть асексуальность. Многие приравнивают асексуальность к болезни, но это не так. Асексуальность может быть как врожденная, так и приобретенная. И одновременно и то, и другое вместе взятое. Также, говорить если про статистику про мужчин и про женщин, то 80% всех асексуальных людей это женщины, а 20% это мужчины. Ну, то есть я имею в виду сейчас не всех людей. Вообще по миру около 2% людей называют себя, говорят, и так оно и есть, они асексуальны. То есть они не хотят заниматься сексом, они от этого не получают удовольствия, и их это устраивает. Опять же, это их выбор. А сексуальность, как я уже сказал, может быть как и врожденная. Это тут на самом деле очень такой спорный вопрос, потому что одни сексологи и психологи говорят то, что врожденная она не может быть, потому что у человека самый главный инстинкт — это инстинкт размножения. И когда люди рождаются, у них самая главная заложенная программа — это чтобы их род продолжался дальше, чтобы размножаться. Ну, то есть, асексуальность и врожденная — это немножко такие вещи, противоречащие друг другу, противоречащие эволюции, противоречащие вообще человеческим инстинктам. А инстинкты — это самое основное, самое базовое, что у нас есть. И в основном это они нами управляют. Естественно, не всеми. И у каждого процент, который задействован в управлении инстинктами, интеллектом, сознанием, естественно, разные, но базовые инстинкты, они есть, без них никуда. И размножение — это самый-самый базовый, самый основной инстинкт. Теперь по поводу приобретенной асексуальности. Тут более-менее все понятно. Это я говорю к тому, что у некоторых людей бывают различные комплексы, страхи, негативный сексуальный опыт, какое-то насилие было в детстве, какие-то страхи с возможностью заразиться венерическими заболеваниями. В общем, там большое количество комплексов, большое количество травм, которые были, и после этого асексуальность более преобладает над человеком. То есть всегда в этом случае будет какой-то момент, какая-то травма, какой-то негативный опыт, после которого человек уже становится асексуальным. Теперь, как лечить асексуальность? Опять же, зачем ее лечить, если это не болезнь? И человек, если сознательно говорит то, что я асексуален, мне неохота заниматься сексом, мне это неинтересно, то, естественно, это его выбор. Это дело в том, что, кстати, еще хотел сказать, важная вещь, то, что асексуальные люди — это не импотенты, они, то есть, могут заниматься сексом, они могут продолжать свой род, но они это делают без удовольствия, они это делают механическим способом. Ну, то есть, грубо говоря, вот женщина, ей нужна, она захотела, либо ей нужно родить ребенка, она занимается сексом с мужчиной лишь для того, чтобы зачать ребенка, и все. Но ради удовольствия она этого не делает. То же самое, как с мужчинами. У мужчины есть эрекция, он испытывает оргазм, у него, грубо говоря, стоит, он может нормально, полноценно заниматься сексом, но он не хочет это делать. По каким-либо причинам, опять же, это мы все выясняем. В моей практике было всего лишь несколько случаев, когда я сталкивался, когда клиенты говорили то, что они асексуальны, то, что им половая жизнь не интересна. И когда мы начинали разбирать этот вопрос, то все время мы доходили, докапывались, мы погружались в бессознательное, мы подходили к тому, то, что была какая-то психологическая травма, был какой-то негативный опыт, был какой-то сценарий, и после этого люди боятся, и после этого психика блокирует. Она делает все возможное, чтобы в будущем и с этим не соприкасаться, больше этого не делать, больше не получить, не дай бог, еще больше какую-то психологическую травму, что была изначально, что было до этого.
И опять же, в процессе терапии, в процессе применения различных техник мы прорабатывали эти вопросы, и потом уже люди мне писали по стечению времени, то что, да, когда они занимались сексом, они уже получали удовольствие, и они уже сами этого хотели. Как бы их либидо стало гораздо больше. Либидо — это не просто сексуальная энергия, это жизненная энергия. И когда жизненная энергия бьет ключом, тогда люди хотят радоваться, тогда люди хотят получать удовольствие, тогда люди себя показывают, проявляют, не стесняются, они уверенные в себе, они прорабатывают в себе всевозможные комплексы. Ну, в общем, это, как сказать, большое либидо, повышенное либидо — это счастливые люди, которые живут полноценной жизнью. А асексуальные люди, у них пониженная либидо, как будто бы они не хотят получать удовольствие на 100% от жизни. Что еще сказать про асексуальность? На самом деле очень много книг, очень много исследований. Как всегда, исследования у нас европейские и американские. В России очень мало у нас по асексуальности, вообще по этой тематике. У нас-то больше приравнивают к какой-то болезни, какой-то дисфункции. Часто путают с различными заболеваниями, с различными комплексами. Но опять же, если человека это устраивает, это его выбор. Но если человек начинает задавать себе вопросы, почему все получают удовольствие от секса, почему все ведут активную половую жизнь, либо неактивную, ну, понятие активное — это опять же такое относительное, и он же начинает в себе копаться и думать, да я тоже хочу заниматься сексом, я тоже хочу вот там первый, второй, третий, четвертый, пятый пример занимаются сексом, получают удовольствие, ведут активный образ жизни, у них жизнерадостная позиция и так далее. Если у них есть к этому стремление, то в этом плане, в этом случае можно человеку помочь и поработать различные те, опять же, моменты, которые были, возможно, в детстве, возможно, в подростковом периоде, те отклонения, те страхи, те комплексы, те травмы, которые запретили человеку радоваться и получать удовольствие от секса. Если он это хочет, если у человека есть это желание, он готов это преодолеть. Значит, в нем уже есть эти силы. И люди такие, как сексологи, психологи, они могут в этом помочь. В принципе, наверное, все про сексуальность, асексуальность. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Всем хорошего дня, всего доброго, до свидания.